Всем привет! Вы на YouTube-канале мастер-классы от Сафроновой Татьяны, и в этом видео мы продолжим вязать жакетик, который сможет полюбиться вам простотой исполнения и простотой изящных деталей, соединяющихся в элегантном облике жакета. В первой части мастер-класса мы связали горловину и кокетку кофточки на необходимую высоту. Теперь мы разделим кокетку на полочки, рукава и спинку, свяжем азиатский росток, далее объединим полочки и спинку, дополнительно набрав петли подрезов, и продолжим вязание основного полотна жакетика. Чтобы узнать, какое количество петель оставить на полочке, спинку и рукава, мы произведем небольшой расчет. Для расчета беру петли, идущие от линии середины переда. То есть петли планок застежки, которые заходят за линию середины переда с одной и с другой стороны, в расчет не входят. Всего у меня получилось 220 задействованных петель. Считать петли начинала после середины планки от того места, где у нас расположено отверстие под пуговицы, то есть начиная вот с этой лицевой косички. И с другой стороны, соответственно, вот до этого места, включая эту лицевую петельку. Изнаночную петлю, относящуюся к линии середины переда, середины планки, в расчет уже не брала. Итак, полученные 220 петель разделила на 10 частей, получается одна часть равна 22 петлям. 22 петли умножила на 3 части, получается на переднюю часть кофточки будет относиться 66 петель. Делю это количество на 2, чтобы узнать, сколько петель придется на каждую полочку, получается по 33 петли. Это количество петель будем отсчитывать от линии середины переда с одной стороны и с другой стороны. На спинку аналогично приходится 3 части по 22 петли, получается 66 петель. Спинка 66 петель. И далее 22 два раза умножаю на 2, получается по 44 петли на каждый рукавчик. Я повесила маркеры, разделив петли кокетки согласно расчету. 33 петли правой полочки от середины планки, 44 петли правого рукава, 66 петель спинки, 44 петли левого рукава и 33 петли левой полочки. И теперь я свяжу дополнительные поворотные ряды на спинке, тем самым удлинив спинку, после чего вырез горловины спереди, после объединения полочек и спинки в единое полотно, опустится и изделие приобретет правильную посадку. С узорчиком поступлю следующим образом. Напомню, что я начинаю формирование бантиков после провязывания 6 вытянутых лицевых петель и уже от сформированного бантика провязываю опять 6 лицевых вытянутых петель и начинаю узорчик бантиков на соседних лицевых дорожках. Сейчас от последних бантиков у меня провязано 1, 2, 3, 4 вытянутых лицевых петель. Для ростка мне хватит 4 дополнительных ряда. Это еще 2 вытянутые лицевые петли дорожки. Но формировать бантики я начну после объединения спинки с полочками. Получается, на спинке вместе ростка расстояние между бантиками будет больше. Не 6, а 8 вытянутых лицевых петель. Но я думаю, это не критично. Зато мы свяжем росточек и впишемся в узорчик. Вы тоже смотрите по ситуации, подбирая для себя оптимальный вариант. Итак, закончила вязание кокетки изнаночным рядом. Основную ниточку не обрезаем. И, соответственно, начнем вязание азиатского ростка с лицевой стороны.
Прикрепляю ниточку от другого клубочка. Ввожу крючок в предыдущую петлю крайней петельки с изнаночной стороны. Протаскиваю кончик нити и привязываю. Одного раза достаточно, узлы нам не нужны. Потом уже закреплю и спрячу остаток ниточки. Петли полочки и рукавчика я пересняла на дополнительные спицы. Вяжем петли спинки. Первую петельку провяжу, чтобы вытянуть и включить в работу привязанную ниточку. И далее все петли по рисунку. Вяжу изнаночными до лицевой дорожки. Одна лицевая, изнаночные и так далее. Довязываем до маркера. Довязываю. Последняя петелька тоже изнаночной. Маркер можно убрать. Разворачиваемся на изнаночную сторону. Крайнюю петельку снимаю как кромочную и все петли по рисунку изнаночного ряда. Лицевые. Изнаночную снимаю, не провязывая, нить перед петлей. Продолжаем. Довязываем до конца ряда, последнюю петельку провязываем изнаночной, как кромочную, а с лицевой стороны снимаю, не провязывая. Вяжем на необходимую высоту ростка. Связала всего 4 ряда, 2 лицевых и 2 изнаночных. Закончила соответственно изнаночным рядом. Длина моего ростка около 2 сантиметров. Мне будет достаточно такой длины. Ниточку от ростка обрезаю, закрепляю. И потом я эти хвостики спрячу в вязании. Теперь объединю петли полочки и спинку. Для этого петли рукавов нужно переснять на дополнительные спицы. Я пересниму сразу на те, которыми потом буду вязать рукава. Петли полочек и спинки пересняла также на отдельные спицы для того, чтобы померить надочку и определиться с шириной подрезов, то есть того места, где расположены подмышечные впадины. Для определения этой мерки сцепила между собой канцелярские скрепки, зацепив их крайним боковым петлям спинки и полочки. Вот таким образом. Надеваем кофточку и регулируем величину подрезов, так как во время примерки будет видно по факту, какого размера должны быть подрезы. Если рядом нет того, на кого вы вяжете, то можно приложить кофточку к готовому изделию. У меня получилось примерно 2,5 скрепки, что соответствует длине около 7 сантиметров. Для расчета возьму целое число. 7 сантиметров умножаю на количество петель в 1 сантиметре. У меня это 2,3 петли. Получается 16,1 петель. Округляю до 16. Получается, для подреза нужно добрать 16 петель. Возобновляю вязание основной нитью. Вяжу с лицевой стороны до подрезов. Все петли по узорчику. Вяжу петли планки.
Перехожу к основному узорчику. Связала до места подреза. Скрепочки убираю. Набираю 16 дополнительных петель подреза вот таким образом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Следим, чтобы петельки не были перекручены. Петли рукава оставляю лежащими внизу и продолжаю вязать петли спинки. Крайняя петелька теперь тоже изнаночная. Подтягиваю. Продолжаю вязать по узорчику. Провязываем петли спинки до следующего подреза. Связала петли спинки. Набираю аналогично 16 петель подреза. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Все набранные петли лежат ровно. Подвигаю петли полочки и продолжаю по узорчику. Петельку подтягиваю, продолжаю. Довязываем до конца ряда и изнаночный ряд начните вязать самостоятельно до петель подреза. Вяжу по изнаночной стороне и довязываю до петель подреза. Снимаю петлю дорожки, не провязывая, и далее вяжу лицевые петли с таким же количеством петель, как и на кокетке между лицевыми дорожками. У меня 11 петель. Считаю петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И далее петли от подреза. 7, 8, 9, 10, 11. И по узорчику изнаночная снятая, но так как эта петля еще не провязана, я пока ее вяжу изнаночной. И со стороны спинки от крайней лицевой дорожки отсчитываю такое же количество петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И эта петелька будет изнаночной. Получается, в боковой середине между дорожками будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель.
Провязываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 изнаночная и 11 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Изнаночную снимаю, не провязывая. Давайте свяжем петли спинки самостоятельно, а петли подреза вновь провяжем вместе. Итак, изнаночную петлю крайней дорожки спинки снимаю, не провязывая, и вяжу 11 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1 изнаночная. В боковой середине у меня 7 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 изнаночная. Далее при вязании в этом секторе я буду постепенно добавлять петельки до такого же количества, как и в других секторах, до 11 петель. И опять продолжаем по привычному узору. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Изнаночную снимаю и так далее. Довязываем до конца ряда и следующий лицевой ряд вяжем по узорчику. Связала, и от последних бантиков на полочках у меня образовалось 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевых вытянутых петель. И начиная с этого изнаночного ряда начну формировать бантики на противоположных дорожках. Дорожка подреза также уже будет задействована. Но в этих местах пока можно и не делать бантик, так как он будет близок к подмышечным впадинам. И если у пряжи есть свойство скатываться при трении, то лучше пока пропустить эту дорожку, а начать делать бантики на этой дорожке уже ниже, в следующем ярусе бантиков. Я все-таки сделаю бантик и на этой дорожке для целостности узора. Итак, провязываем петельки по узорчику до первой лицевой дорожки. До дорожки остается 1 лицевая петля. Снимаю 3 петли, нить за работой, придерживаем чуть-чуть нить, либо расправляем петли, а затем провязываем следующую петельку. Вот так, чтобы ниточка не стягивала петли, но и не провисала. Обо всем этом я уже рассказывала в первой части мастер-класса. Продолжаем.
Петельку следующей дорожки снимаю, не провязывая. Вяжу лицевые. Не довязываю одну петлю до дорожки. Снимаю 3 петли. Расправляю петли, провязываю следующую петельку. Довязываю до следующей дорожки подреза. Снимаю петельку, не провязывая, ни перед петлей. И опять 10 лицевых петель. Снимаю 3 петли, нить за петлями. Расправляю снятые петли, провязываю следующую петлю и так далее. Продолжаем через одну дорожку делать первую протяжку бантика. Когда образуются 4 ниточки протяжек, формируем бантик. И потом я начну добавлять петельки в среднем секторе боковой части. До образования в нем 11 петель, как и в других секторах всего полотна кофточки. Также не забываем с лицевой стороны своевременно делать отверстия под пуговицы с выбранным вами интервалом. Я сформировала бантик, провязала еще несколько рядов. На лицевой стороне у меня 2 вытянутые петли в лицевой дорожке. И теперь в боковом секторе я начну добавлять недостающие петли. Добавлять буду с интервалом в 4 ряда, то есть каждый раз после образования 2 вытянутых петель после очередной прибавки. И так до тех пор, пока количество петель в этом изнаночном секторе достигнет нужных мне 11 петель. С одной стороны и аналогично с другой стороны. Добавлять петельки можно как с лицевой, так и с изнаночной стороны, где вам больше нравится. Я сейчас вяжу по изнаночной стороне кофточки. Снимаю изнаночную петлю, провязываю 1, 2, 3. До следующей дорожки остается 4 петли. И примерно по центру делаю прибавку. Поднимаю ниточку протяжки, провязываю лицевой скрещенной. И продолжаю по узорчику. В боковом секторе уже 8 петель. И также в противоположном боковом секторе добавим петлю. Вы можете выбрать свой алгоритм прибавок. Можно добавлять сразу по 2 петли, как вам больше нравится. И не забывайте периодически примерять изделия. Также я в дальнейшем планирую добавить еще петелек в изнаночных секторах всего полотна кофточки, чтобы жакетик приобретал легкую трапециевидную форму. Сейчас я провяжу энное количество рядов, определюсь с прибавками и уже расскажу и покажу, где и как я их буду делать. Итак, выполнила 4 прибавки в боковом секторе. Количество петель в этом месте между лицевыми дорожками одинаково, по 11 петель. И далее между узорчиками с бантиками я решила прибавлять по одной петельке в каждом изнаночном секторе. Прибавку делала в лицевом ряду, когда провязывала 3-ю вытянутую петлю от бантика лицевой дорожки. Прибавку расположила с краю, вот в этом месте, в начале сектора.
Между лицевыми дорожками образовалось по 12 петель. Теперь, когда я буду провязывать третью вытянутую петлю от следующего яруса бантиков, сделаю прибавку в этом месте, теперь в конце сектора. Первую прибавку в начале, вторую в конце. Чередую так, чтобы не было смещения. В изнаночных секторах, которые расположены у планок, прибавки не делала. То есть в этом секторе после планки и в этом перед планкой остается изначальное количество петель, которое образовалось после провязывания кокетки. У меня это 11 петель. Провязала петли планки и первый изнаночный сектор без изменений. Как я уже пояснила, первую прибавку делала в начале сектора, провязав одну петельку от лицевой дорожки, и из ниточки протяжки провязывала изнаночную скрещенную. Сейчас провяжу прибавочную петлю в конце изнаночного сектора. Не довязываю одну изнаночную петлю до лицевой дорожки. Поднимаю ниточку протяжки вот таким образом и провязываю изнаночную скрещенную. И продолжаю до следующей лицевой дорожки, не довязывая одну петельку. Одна изнаночная петля перед лицевой дорожкой. Поднимаю ниточку протяжки, провязываю изнаночной скрещенной. И так далее. Между лицевыми дорожками у меня теперь образуется по 13 петель. После второй прибавки провязала еще один ярус с бантиками. После подреза связала всего 1, 2, 3, 4 яруса с бантиками. Длина полотна от подреза 20 сантиметров. И теперь лицевые дорожки буду преобразовывать в клинышки. Для этого по изнаночной стороне провяжу подготовительный ряд. То есть петли лицевых дорожек мы снимали в изнаночных рядах, а теперь провяжем эти петли изнаночными по рисунку. Планки вяжем без изменений. Лицевая, снимаю. Лицевая, снимаю, лицевая, снимаю и так далее. Далее лицевые петли. И вот изнаночная петля лицевой дорожки. Провязываю изнаночной. Опять 13 лицевых петель. Одна изнаночная. И так далее. Провязала по изнаночной стороне и с лицевого ряда начну формирование клинышков. В этом ряду с добавлением петелек. Планки застежки вяжем без изменений. Вяжем до первой лицевой дорожки. Итак, первая лицевая дорожка. Будем добавлять петельки из протяжек с каждой стороны от петли дорожки. Поднимаю ниточку протяжки таким образом, чтобы нить шла от петли вправо. Чуть-чуть отодвигаю
провязываю лицевой скрещенный. Ниточка идет от петли. Провязываю лицевую петлю дорожки. Теперь поднимаю ниточку зеркально. Нить идет от петли влево. Провязываю лицевой скрещенный. Вот петельки, провязанные из протяжек, расходятся от центральной петли в разные стороны. Вяжем изнаночные до следующей лицевой дорожки. Опять поднимаю ниточку протяжки так, чтобы нить от петли лежала спереди спицы. Провязываю лицевой скрещенной. Лицевая петля дорожки. Поднимаю ниточку протяжки, нить от петли спереди спицы, провязываю лицевой скрещенной. И так далее. Довязываем до конца ряда. Планки застежек вяжем без изменений. По изнаночной стороне провяжем самостоятельно все петли по рисунку. Там, где была лицевая дорожка, уже 3 изнаночные петли. И после этого свяжем еще 2 ряда по рисунку. 1 лицевой и 1 изнаночный. Итак, после ряда с прибавками связала еще 3 рядочка. Вот здесь уже хорошо видно, как прибавочные петли как бы выходят из-под центральной петли в разные стороны, за счет того, что мы поднимали ниточки протяжек по-разному. Теперь мы будем менять эти петли местами, выполняя перехлёст. В изнаночных секторах по центру добавлю еще по одной петельке. А в изнаночных секторах возле планок добавлять петлю по-прежнему не буду. Поэтому до дорожки с узорчиком вяжем без изменений, не довязывая одну изнаночную петлю. Связала. Изнаночная петля лежит передней стенкой. Разворачиваю ее задней по направлению влево, так же как лежит лицевая. Меняю изнаночную и лицевую петли местами, изнаночную подхватываю сзади, лицевую спереди и сразу провязываю лицевую петельку. Перенесенную изнаночную провязываю лицевой, также за заднюю стеночку. Далее лицевая и вновь снимаю лицевую, изнаночную снимаю, развернув задней стенкой, как лицевая. Меняю их местами, лицевую подхватываю спереди, изнаночную сзади. Провязываю обе петли лицевыми за задние стенки. Образовалось 5 лицевых петель. Далее изнаночные. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязываю изнаночную скрещенную из протяжки. Вяжем до лицевых петель изнаночными, не довязывая одну изнаночную петлю. Разворачиваю изнаночную петельку и меняю ее местами с лицевой. Изнаночную подхватываю сзади, лицевую спереди. Провязываю обе петли лицевыми за задние стенки. Одна лицевая. Следующую лицевую снимаю, изнаночную разворачиваю как лицевую, меняю местами. Лицевую подхватываю спереди, изнаночную сзади. Провязываем обе петли лицевыми. 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4,
5, 6, изнаночная скрещенная из протяжки. Продолжаем, выполняя перехлесты. В конце ряда после перехлестов в изнаночном секторе прибавку не делаем. Планка по рисунку. И опять, довязав этот ряд, свяжем 3 ряда по рисунку. Изнаночный ряд, лицевой и еще один изнаночный. В лицевой дорожке с изнаночной стороны уже 5 изнаночных петель. Когда после ряда с перехлестами будет провязано 3 ряда по узорчику, я опять выполню аналогичный ряд с перехлестом петель, после чего уже будет 7 лицевых петель. Далее через 3 ряда 9 лицевых петель и так далее. В изнаночных секторах прибавки больше делать не буду, но это по желанию. Смотрите, как ложится у вас полотно. Перехлесты буду делать до тех пор, пока в изнаночных секторах останется по 4 петли. А далее продолжу вязание по узорчику прямым полотном на необходимую длину жакета. Итак, связала низ кофточки на желаемую мною длину. Ряды с перехлестами повторила 1, 2, 3, 4, 5 раз. У меня между лицевыми дорожками остались 4 изнаночные петли. В каждом лицевом клинышке по 13 петель. Высота клинышка 12 сантиметров. И теперь перед закрытием петель я свяжу 3 ряда платочной вязкой, чтобы низ жакетика не закручивался вверх. Закончила вязание по узорчику лицевым рядом и, начиная с изнаночного ряда, перейду на платочную вязку, то есть буду провязывать все петли лицевыми. После последней петельки под пуговицу у меня провязано 12 лицевых вытянутых петель, но в нижней части жакетика петельку под пуговицу делать уже не буду, чтобы нижние края жакета лежали свободно и не стесняли движения. Итак, и петли планки, и все остальные петельки вяжу лицевыми по изнаночной стороне кофточки. Кромочную снимаю, лицевая, лицевая, лицевая и так далее. Единственное, что изнаночные петли провязываю за передние стенки, а лицевые за задние стенки, так как я вяжу петли бабушкиным способом. Довязываем этот ряд до конца. Свяжу лицевой ряд также, все петли лицевыми. Далее 3-й рядочек по изнаночной стороне и в 4-м лицевом ряду закрою петельки. Провязываем, встретимся при закрытии петелек. Связала 3 рядочка платочной вязкой. У меня по лицевой стороне 2 изнаночные бороздки. И по лицевой стороне закрою петельки. Первую кромочную снимаю. Следующую разверну задней стенкой. Провязываю эти 2 петли вместе. Кто вяжет петли классическим способом, то разворачивать петли не нужно. Они уже будут развернуты в нужную сторону. Снимаю следующую петлю на правую спицу, сразу разворачивая ее влево. Провязываю 2 петли с правой спицы вместе. Снимаю, разворачивая, провязываю вместе за задние стенки. Разворачиваю, провязываю вместе. Разворачиваю, провязываю вместе. Разворачиваю, провязываю вместе. Петельки не затягиваем, но и не сильно вытягиваем провязанную петлю.
И так далее. Вот такая кромочная косичка получается. Продолжаем до конца ряда. Вот такой краешек получился. После ВТО полотно кофточки расправится и приобретет ровную поверхность, ровное полотно. В следующей заключительной части мастер-класса мы приступим к вязанию рукавов. Благодарю вас за просмотр. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Для тех, кто хочет поблагодарить меня за понравившийся мастер-класс и помочь в развитии канала, реквизиты вы найдете в описании под видео. Я буду вам очень признательна. Желаю вам воплощения творческих идей и желаний. До скорых встреч!